Друзья, всем большой привет! Меня зовут Шура, и вы на моем канале Шура Ми. Вы смотрите мой очередной влог. Я надеюсь, что вам будет интересно. Приятного просмотра. Друзья, я здесь занимаюсь самодеятельностью какой-то. В общем, я увидела в интернете, ну, я уже давно знаю, в принципе, этот рецепт, но как-то вот прям в этот раз загорелась рецепт гратена. Там все делается очень просто, в этом рецепте, который я смотрела. Я уж не знаю, классический он, не классический, отсебятина, не отсебятина, но мне понравилось то, что там делалось. Я решила повторить, но я тоже не так уж проста, я решила еще больше самодеятельности применить. В общем, в чем суть? Берется картофель, режется такими тоненькими пластиночками, укладывается в форму тоненький слой вот этих пластинок, лепестков картошки. Сверху переливается, значит, соусом бешамель и посыпается пармезаном. И слои вот так вот чередуются, и все. Соус бешамель в этом рецепте указан классический. Немного сливочного, немного оливкового масла, мука, там всякие специи, мускатный орех, соль, перец и молоко. В принципе, все. Но я решила пойти дальше. Я хочу в соус бешамель, это, конечно, уже не бешамель будет ни разу. Я решила, что я возьму, добавлю немножко бекона, добавлю много прям чеснока, потому что мы любим чеснок. И дальше, в принципе, все то же самое. Добавлю муку, немножко ее пережарю, добавлю молоко, дождусь, пока соус загустеет, и, в принципе, все. Снимаю с огня. Ну и дальше вот этим соусом буду переливать ломтики картошки в форме и пересыпать сыром. Дальше буду запекать. Вот так вот придумала, не знаю, что получится, но я думаю, что вкусно получится. Я вообще люблю что-то такое придумывать, привносить что-то свое. Мне, честно сказать, вообще безразлично. По канону, не по канону, правильно это, неправильно, соответствует это французской кухне или не соответствует. Мне вот без разницы. Вот я какой хочу борщ, допустим, такой я и готовлю. Какой хочу оливье, такой и готовлю. И мне все равно, кто там что когда написал. Вот если мне это вкусно, моей семье это вкусно, значит это вкусно, все. Вот, ну вот. Короче, придумала вот так. Вот берите на заметку, если хотите рецепт, оставлю в описании. Вот, посмотрите, вдруг вам это тоже интересно. Потихонечку вытапливается мой бекон. Я его меленько порезала. Ну, не прям меленько, ну, нормально, короче, порезала. Он будет потихоньку вытапливаться. И, в принципе, уже достаточно много так жира вытопилось. Поэтому я думаю, что я вот этим вот беконом и жиром от бекона заменю сливочное масло в соусе. И тогда будет по балансу все нормально. Тру сейчас чеснок. И вот, кстати, хотела с вами поговорить как раз на тему самодеятельности в готовке. Да, на самом деле не в готовке, а вообще везде. Ну, коль уж готовим, давайте об этом поговорим. Недавно видела рецепт. Девушка готовила Цезарь. Забыла, как салат называется. Вот. И она в него добавила жареные грибы. Господи, сколько же там в комментариях грязи, сколько... Ой, ну, в общем, там, понимаете, там не то, что, ну, допустим, человек так вот считает, что так неправильно, да, он может написать, например, а я вот готовлю без грибов, да, или а мне вот с грибами не нравится, или я грибы не люблю. Ну, то есть не то, что там вот такие комментарии, там переходы на личности, и желают ей гореть в аду вообще, и... В общем, какая она тупая. И она вообще чуть ли не всех там своих домашних отравила. Слушайте, а вообще в какой момент мы вообще вот такими стали? Вот в какой момент? Или мы всегда такими были? Вот вообще я часто слышу, что, например, в тех же Одноклассниках постоянно вот такая атмосфера, например. Я просто никогда не заводила себе страничку на Одноклассниках, поэтому я не знаю, но я слышала уже несколько раз, что там действительно такое. Потом я увидела, как девушка, одна из Беларуси, готовит борщ без капусты. Ну, это ее дело, она называет это борщом. В ее семье это называлось борщом. Она же не идет там, я не знаю, в какую-нибудь кулинарную комиссию и не говорит, так, все, перестаем называть борщом то, что большинство людей называют борщом, и теперь называем борщом мое творение. Она так в доме у себя называет. Она готовит свои домашние блюда у себя дома на кухне. Да пусть она его хоть жопой назовет. Ну вот серьезно, извините, конечно, но хоть она как это назовет? Ну какая вот вообще людям разница? Откуда столько злости? На Дзене я уже вижу очень много вот таких вот комментариев. А почему у меня так свет? Ну-ка. Так, света меньше, но он хотя бы не мигает.
Тоже на Дзене очень много злых комментариев. Откуда вообще в нас это? Почему вот у нас не принято поддерживать? Почему у нас принято как-то оскорблять, унижать, я не знаю, высмеивать? Что это вообще за мир такой? Вот не хочу в таком мире жить. Давайте менять что-то. Вообще кошмар, конечно. Вот моя бабушка, например, она называла драники то, что большинство людей называют драниками. То есть, ну, не знаю, типа оладушки, да, из картошки. Назовем это так. Но, например, в соседнем поселении это не называлось драниками. Драниками называлось что-то другое, сейчас не буду врать, что, не помню. Такими оладушками из картошки назывались они картофляные блины. Вот так вот прям, картофляные блины, да. Ну и что? Ну и что? Ну какая разница? От этого что? Что-то поменялось? Или, может быть, от того, что, например, продукты где-то, как кому-то кажется, не сочетаются, мы что, все умерли? Или вообще, что случилось? Почему все возмущаются? Вот вообще не понимаю. Но я тоже тут возмущалась из-за того, что все другие возмущаются. Ну ладно. В общем, я натерла сейчас очень много чеснока. Я его сейчас тоже обжарю. Потом уберу вот этот вот бекон, потому что иначе мука комками будет. Добавлю, соответственно, муку. Потом добавлю молоко. Ну, все как и полагается, специи. Дождусь загустения. И потом обратно верну, соответственно, бекон туда, и будет остывать мой соус. Все-таки совсем раскаленным его на картошку класть не нужно. Нужно, чтобы он хотя бы немножко подостыл. И пока он будет остывать, я буду картошку резать на ломтики. Вот. В общем, немножко с вами повозмущалась. Надеюсь, что мы станем добрее, будем друг друга поддерживать. Не знаю, по-моему, самое лучшее, что мы можем для этого мира сделать, это оказывать друг другу поддержку. Это самое нужное и самое важное. Вот просто поддержку, просто психологическую поддержку. Зачастую человеку нужна просто поддержка, нужно просто плечо рядом и все. И особенно приятно, когда, например, блогер старается, снимает, монтирует. Это очень большой труд. Кажется, что, ой, там я 15-минутное видео посмотрел, ну, может быть, человек на это потратил час. А человек на это мог потратить несколько недель, например. А монтаж сколько занимает, а сколько вырезанных моментов, которые человек хотел показать, ну, например, свет не сошелся, звук не записался, еще что-нибудь. Таких моментов тоже очень много. Приходится, например, перезаписывать или просто выкидывать хороший материал, но чем-то вот не получившийся, и этот материал мог отсниматься, например, часы. И это очень много. И когда просто незнакомые люди приходят и поддерживают блогера, это очень приятно и очень ценно. Вот, все. Значит, короче, я сказала, да, уже про соус, так что все. Соусом сейчас заканчиваю. И дальше буду заниматься картошкой. Вот такая вот консистенция получилась. Его, в принципе, можно сделать даже еще погуще, хотя, мне кажется, уже не надо. Но нужно помнить, что он должен пропитать нашу картошку. А если он будет прям сильно густой, то это просто не будет иметь смысла. Поэтому все, я отключаю. И все, буду дальше уже ждать, пока он остынет. И, как я уже говорила, займусь картошкой. Все, подрядила Сережу. Мы воспользовались нашим комбайном. Он же у нас, получается, режет и кубики, и трет на крупной терке, и делает вот такие ломтики. Так что у нас все очень супер быстро получилось. Значит, что делаем? Вот я чуть-чуть на дно положила, на дно формы вот такой вот алюминиевой. Кстати, у нас получится явно больше, чем нам нужно, чем мы сможем съесть даже за несколько дней. Поэтому, в принципе, вот мы приготовим, а можно остудить и заморозить, и потом нужно будет только в духовке разморозить, и вот тебе, пожалуйста, ужин. Ну вот, значит, кладем таким слоем небольшим картошку. Ну вот здесь я еще доложу, это я решила подснять, пока мы все не сделали, а то потом будет ничего не понятно. Значит, укладываем картошку, сверху поливаем соусом и посыпаем пармезаном. Все. Вот мы с Сережей сидим вдвоем, медитативным занятием занимаемся. И вот так вот вечер наш проходит. Потом поставим все в духовку. И все. Да, кстати, духовку надо разогреть. Ничего сложного. Ну, немножко где-то запарно. Это не то, что там сосиски на сковородку бросить, но в то же время зато разнообразие, и я думаю, что будет очень вкусно. Так, смотрим, что у нас получилось. Ой, ну вы посмотрите, просто какая красотища. Выглядит очень аппетитно. Сейчас проверим на готовность, но выглядит готовым. И все, будем
кушать. Друзья, мы собираемся к маме. Впервые ее увидим с весны. Вот, собрали все ее цветы, чтобы они поехали домой. Вроде бы, ничего такого с ними плохого не случилось. В общем-то, они себя достаточно хорошо вели, цвели и все такое. Но вот, конечно, вот эти последние 2 месяца, которые они стояли здесь внутри, им было темновато, и вот фиалки немножечко так подустали. И хотя один куст фиалок опять зацвел, опять цветет вовсю. Но вот одна фиалка, которая была маленькая, она прямо, выглядит уже не живой на самом деле. У нее хоть и зеленые листья, но они такие мягенькие какие-то. В общем, мама сказала, что ничего страшного. И вот мята, которая была просто гигантская, дело в том, что я ее уронила. Это моя полностью вина, и она сломалась, и вот эти вот столбики, которые остались, они, в принципе, выглядели нормально. И, казалось, что они живы. И я как-то без зазрения совести выбросила сам цветок. Думаю, он хорошо очень растет, разрастается, вообще мгновенно вырастает. И я подумала, что и ладно, ничего страшного, вырастет новый. Вот, но оказалось, что потом вот мне мама сказала, что надо было из листика вырастить другой, потому что из вот корешков, из столбиков она растет не очень хорошо. Вот, в общем, если что, этот цветок, эту мяту маме дала подруга ее, я думаю, что она возьмет у нее еще раз. Значит, вот такие сумки. Сережа пошел пригонять машину, далеко машину забронировали, и, конечно, с сумками такими нам далеко-то не уйти. А еще я вот с собой хочу взять какую-нибудь вышивку. Я не уверена, что там вообще будет у меня время на это у мамы, но тем не менее. И вот я, значит, сижу, думаю, уже, наверное, минут 15 сижу. Либо взять вот эту вот, она вот такая вот маленькая, вот такой должен рисуночек получиться. И вроде как она меньше и особо не требует там тоже никакого влечения. Здесь обычные стежки, можно и какие-то супер какие-то. В общем, это вышивка гладью. Или вот есть большой вот такой вариант. Казалось бы, он большой. Вот так должно получиться. Но здесь зато один кактус вышел и отложил. Один кактус вышел и отложил. А здесь как бы если уже начал, то уже начал. Хотя тоже можно сосредоточиться только на одном цветке сначала, потом на другом, потом на третьем. То есть, в принципе, разницы-то никакой, наверное. Не знаю даже. Вот сижу прямо... Ой, я, если честно, не очень хочу вышивать. Но я знаю, что если мы засядем смотреть сериал, а мы, скорее всего, засядем смотреть сериал в какой-то момент, хочется, чтобы руки были чем-то заняты. Вот. Не знаю даже, что-то я растерялась. Может быть, возьму обе, и если будет время, значит займусь. Не будет, значит не будет. У меня есть всего 2 вида пялец. Одни вот такие простые, деревянные, вот. Такие вот. А одни из-под ковровой вышивки, вот этой вот. У них, вот, я сначала их что-то как-то даже и поругала, сказала, ой, какие плохие. Но на самом деле они вообще ни разу не плохие. Они очень хорошо зажимают. Сейчас покажу почему. Вот. Видите, у них выемка вот такая вот. Вот. У них вот такой паз. И то есть получается, что вовнутрь заходит вот эта вот центральная часть. Вот так вот мы зажимаем, и ткань вообще не двигается. Она натянута очень сильно, как барабан, и пяльцы вообще не двигаются и никуда не уезжают, в отличие вот от этих вот деревянных пялец. Вот эти я, конечно, возьму с собой, вот эти брать не буду. В общем, не знаю, что-то вот сижу, размышляю, как будто бы вот эта вот, которая огромная, большая, вообще даже не знала, что она такая большая. Мне эти вышивки Сережа подарил, наверное, 1.5 года назад, или год назад, может быть. Вот, и они просто лежали, ждали своего часа, и я вот думаю, может быть, их взять. И вот, несмотря на то, что вот это, как я уже сказала, да, она больше гораздо, как будто бы она выглядит проще. Я не то чтобы сложности боюсь, да, я боюсь, что мне просто быстро надоест, и я брошу просто буквально не то, что на полпути, а вообще на начале пути. А один кактус вроде как и вышьется, наверное. В общем, не знаю, наверное, возьму сейчас обе. Вот, возьму обе и там решу на месте. У меня еще есть вот такая вот.
крестиком вышивка. Видите, все на растительную тематику. Есть еще вот такие варианты, но у меня вот этот вот. Они мне все очень нравятся, я их сама выбирала, я люблю растения и все такое. Но вот крестиком сейчас я точно не готова вышивать. Хотя мне нравится очень этот рисунок. Но нет, крестиком сейчас я точно не хочу. Поэтому эту не буду брать, а вот эти вот возьму. Все, мы уже едем к маме. Вот в пути сзади, видите, наши стоят цветы. В общем, мы в полной готовности едем. Выехали на МКАД. Поскольку выехали сегодня позже, мы как-то и позже стали вставать в выходные, вот, поэтому и выехали позже, и как будто бы посвободнее, чем обычно, а может быть и нет. Все, наверное, уже до магазинов, до всяких доехали, до Ашанов, до всего прочего. Вот, ну, в общем, все равно с пробочками, но едем. И мы хотели рассказать вам про гратен. Мы же готовили гратен, и ничего вам не сказали, как по вкусу, что получилось. Вот на мой вкус, мне кажется, что вот если бы я не добавила в итоге чеснок, бекон и пармезан, было бы вообще не очень. Ну вот, ну не очень. Как-то и пресновато даже для меня, хотя я в принципе люблю достаточно пресную еду. Для многих она показалась бы пресной, но тем не менее даже мне было как-то вот, ну не очень. Короче, не сильно понравилось. Сереж, тебе как? Мне, честно говоря, не очень понравилось. Ну, вкус, недостаточно вкуса, я бы сказал. То есть, как я отмечал, что картошка промазывалась соусом. И вот если бы соус был посолонее, то, наверное, было бы получше. Вот. Ну, то есть досолить уже потом это не то, потому что картошка, она уже как бы пресная, и все. Несмотря на то, что соус на самом деле был достаточно соленый, и я даже в какой-то момент подумала, что я пересолила, вот по итогу как будто было недосолено. Ну и вообще в принципе, не то, что как бы недосол, да, это действительно, ну, такая проблема, одна из, но как будто бы не единственная проблема. И, ну, в общем, мы ожидали гораздо большего. И все ингредиенты достаточно вкусные, мы все это любим, и картошку любим, все. Но нужно продолжать работать, да, нужно совершенствовать рецепт. Еще раз попробуем, не то чтобы задвигаем этот рецепт совсем, но будем работать над ним. Если будете готовить, имейте в виду, что надо хорошо посолить, как минимум, и, может быть, что-то еще придумать. Вот. Так что от нас отзыв такой, на тот рецепт, который мы показывали. Друзья, мы сейчас будем распаковывать огромное просто количество, тут 4 большущих сумки того, что мама нам привезла с дачи. Это что-то непонятное, Сережа, открывай, смотри, что там. Открывать? Да, вот, здесь вот перчик. Это острый перец, маринованный или соленый, это соседка наша дала, ну, для Сережи передала, в общем, потому что Сережа любит острое. Помидоры, черемша. Значит, это вот легендарный борщ мама закрывала. То есть здесь уже полностью все. То есть нужно добавить только картошку, капусту и бульон. Все, остальное все вот уже вот в этих вот баночках закрыто. Так, грибочки. Я в грибах не понимаю, я не знаю, что за грибы. Непонятно. Я тоже не особо понимаю. Наверное, это или опята, или что-то еще. Нет, это не опята точно. Ну, в общем, грибы. Какие-то грибы, да. Да. Значит, здесь варенье из крыжовника, наверное, с апельсином. Так, огурчики 1, огурчики 2, огурчики 3. Вот тоже банки. Да. Полная сумка банок. Вот чеснок домашний. Ага. Вот. Огромный. Борщ. Так, это что, грибы? Борщ. Так, это что такое? Это Какое-то варенье. какое-то варенье, наверное, сливовое. Борщ. Борщ. Больше борща. Это Мороженое варенье. Какое-то варенье, может быть, это... Ну, либо в общем, варенье. Какое-то варенье, да. Какое-то варенье. Так, это что такое хитрое?
А это вот, наверное, тыквенный сок нам передавали Тыквенный сок. соседи. Так, снова варенье. Так, ну это клубнички тут плавают вроде видно. Так, что это? Так, это у нас тут, это лук. Лучок. Лучочек, хорошо. Значит, немножко морковки, вот такой прям свеженькой. Огурцы. Огурцы еще. Капуста квашеная. Ага. Огурцы. Еще огурцы. Здесь еще в 2 сумках огромное количество картошки. Я потом просто с рук покажу, потому что ну, ее сюда никак не поставишь. Так, давайте дальше. Это котлеты. Котлеты. Так, замороженная зелень рубленая. Вот это вот. Мама сказала, это либо смородина, либо свекла. Ну, по цвету как бы и то подходит. Либо черная смородина, либо свекла. Либо смородина, либо свекла, да. В общем, при разморозке узнаем, что это такое. Да, короче, что-то из этого. Если кинуть это в кастрюлю, получится либо борщ, либо компот. Да. Значит, замороженная ягода. По-моему, тут малина. Это тоже малина замороженная. Угу. И еще одна малина замороженная. Много замороженной малины. Замороженная тертая морковь. Еще одна замороженная тертая морковь. И еще зелень рубленая, тоже замороженная. Вот смотрите, Сережа сидит весь в этих всех подарках. Вот, значит, вот картошка. Вот картошка. То есть вы просто представляете, вот нам уже, вот хотя бы вот эту картошку, ее вообще некуда положить. Ни в какой, конечно же, холодильник она не поместится. Никакого другого пустого хранения у нас нет. Вот, так что, ну, будет стоять просто в комнате. Не очень красиво, ну а что поделать? Вот такая вот она сила любви. Ну, а это сейчас... Это мы сейчас будем есть. По-другому никак, потому что оно все не встанет. Просто, ну вот куда? Помогите. Помогите. Вот, но очень все равно спасибо огромное. Это все очень вкусно, никто вообще с этим не спорит, но очень много. Но огромное все равно спасибо, мамочка, спасибо, что ты нам это все привезла. Спасибо соседям, что нам передали тоже всякие вкусности. Вот, ну, будем сейчас пытаться все это расфасовать. Вот. Мы победим. Друзья, у меня здесь небольшой беспорядок. Я сейчас готовлю торт Наполеон, про который я в прошлый раз вам говорила. Еще раз оставлю рецепт, по которому я делаю, в описании. Мне очень он понравился. Единственное, что я использую сгущенку без сахара. Вот такая вот сгущенка. Купила ее на Wildberries. Я, значит, здесь в комбайне попробовала впервые. Комбайн купили, значит, надо его по полной использовать. Попробовала вот измельчить масло с мукой вместе, соединить. И, в принципе, мне нравится результат. Чтобы свет не загораживать. Сегодня очень темный день, поэтому только искусственный свет, и так получается, что я его немножко загораживаю. Вот. Ну, вот такой вот результат. Сейчас мне нужно сюда добавить щепотку соли, воду и 40-градусный алкогольный напиток, но мы алкоголь не употребляем, зато у меня есть медицинский спирт, и алкогольного напитка нужно столовую ложку, я добавлю чуть меньше чайной ложки, соответственно, спирта, и остальное вода. Вот, и все, будет тесто готово. Ну, а крем — это сливочное масло и сгущенка. Масло я поставила уже, оно, не растапливается, а немножко подтаивает, да, при комнатной температуре его нужно размягчить. И вот пока я занимаюсь тестом, пока буду выпекать коржи, там нужно будет выпекать 12 коржей, каждый по 3-4 минуты, то есть, в принципе, достаточно много времени займет, где-то минут 40. И еще нужно подождать, пока тесто отдохнет, тоже минут 40, поэтому я думаю, что масло мое размягчится, и я сделаю крем. Сегодня выходной день. Мы с Сережей в пятницу отпраздновали наш праздник. У нас с ним была годовщина, 16 лет, как мы вместе. И вот к этому празднику в пятницу мы ничего не отмечали, естественно. В субботу мы ездили к маме. Вот, поэтому вот сегодня воскресенье. Сегодня готовим праздничный торт. Ну, правда, уже вечер, поэтому торт мы, скорее всего, будем есть завтра. Я сейчас вообще, в принципе, так, не то что на диете, но так аккуратно питаюсь, потому что перебаливала. Вот. Ну, небольшой кусочек я съем, остальное все Сережа. Вот, как-то мне тоже хочется его порадовать все-таки. Он для меня очень много делает, и я тоже вот
для него что-то сделаю. Смотрите, тесто готово. Я его положила в пакет. И у меня есть вот такая вот штука для теста. И я вот так вот разделила. То есть пакет не порвался, а просто разделила через пакет на 12 частей. И сейчас это все отправлю в холодильничек. Где-то, полчасика оно полежит. Слушайте, в процессе вспомнила, что у нас же есть малина, которую мама нам дала. И все равно нужно холодильник как-то разгружать, потому что что-то даже из заморозок, которые она вчера дала, не поместилось. Например, морковь и зелень, большие пакеты лежат просто в холодильнике сейчас в надежде на то, что, может быть, мы что-то приготовим. Но дело в том, что у нас есть и обед, и ужин, и я как-то переживаю. И вот я вытащила, получается, пакет малины, и сейчас что-то туда положу, либо морковь, либо зелень, сейчас подумаю, что. Ну, неважно. Вот, и, короче, я думаю, что это же прекрасно будет, если некоторые слои вот так вот пересыпать малиной. Я ее сейчас, она вот как раз замороженная, я ее сейчас побью скалкой просто, и она, мне кажется, измельчится и будет прям хорошо. Я вот так вот раскатала. Маленький тортик получится, но я, в принципе, такой и хотела. И вот первые 3 коржа отправляются в духовку. Пока они будут выпекаться, я еще раскатаю. Смотрите, я обрезала, получается, крышкой вот эти вот коржи и убирала тесто. И вот из всего убранного теста у меня получился еще вот такой большой пласт. Еще 2 коржа. И вот это вот все тоже я сейчас запеку. Тоже надо вилочкой проткнуть. И из этого вот, то, что вокруг коржей, из этого будет посыпка. Потому что, если из каждого коржа посыпка была бы, ее бы было очень много. Это нерационально. И, в общем, короче, я вот так придумала. Единственное, что в рецепте написано, что нужно выпекать 3-4 минуты. У меня они все 10 лежали, и не вот тебе румяные получились. Сейчас покажу. Вот. То есть, румяные, конечно, но это при том, что они 10 минут лежали, выпекались. Конечно, это гораздо дольше получилось, но ничего, нормально, в принципе. Я так как-то уже вошла в какой-то ритм, помыла посуду зато всю, и, в общем, в принципе, все получилось хорошо. Вот сейчас жду еще 3 коржа, и потом вот еще вот этот противень, который я вам показала, и все, можно будет уже собирать, чуть они подостынут, вот, и все, будет готовый торт. Теперь сейчас не поливай. Угу. Вот сейчас бери доску и... Вот такой вот тортик получился. Все, он отправляется на ночь в холодильник. Завтра у нас еще один выходной день, так что завтра будем, наверное, им завтракать. Вот, осталось только все убрать и дождаться, когда торт пропитается. Выглядит, конечно, как домашний торт, не как в кондитерской красиво. Но я думаю, что будет вкусно. Сережа вот уже там
уплетает остатки крема и посыпки, в общем, все это кушает. Вот, ну, а уже сам торт будем есть завтра. Рецепт мне, в принципе, понравился, достаточно неплохой рецепт, мне как-то вот все просто далось, оно долго, да, потому что нужно выпекать долго и коржи, и раскатывать, и все такое, но ничего сложного вообще. Вот. И дело в том, что я, например, не люблю заварной крем вообще, то есть это вообще не моя история, и поэтому я как-то к Наполеону очень так отношусь, ну так себе, не очень, вот. А тут и коржи такие хрустящие, что меня сразу как-то покорило, и крем не заварной, поэтому, в общем, вот и решила приготовить. Это первый раз мой был, когда я приготовила Наполеон. Обычно я там тирамису или что-то такое готовлю, ну, а сейчас вот так. По-моему, все хорошо получилось, я довольна. Завтра узнаем, что по вкусу. Так, на дворе ночь. У меня, значит, вот такая вот атмосфера. Свечка здесь горит, здесь мой ночник. Я сижу, значит, и мне пришла в голову вот такая идея. На самом деле, у меня эта идея уже очень-очень-очень давно, наверное, много лет. Сшить игрушку. Тем более, что у меня есть кусочек искусственной овчины. И его совершенно некуда деть. И тут мне просто опять в голову пришла вот эта идея сшить игрушку. И я долго лежала, думала, какую игрушку сшить. И нарисовала, значит, вот такую вот овечку. Вот, ну, собственно, сама овечка. Ушко. Размеры не знаю, потом как-то скорректирую. Ручки, как бы, я думаю, что они вот будут пушистые вот здесь. А потом вот будут из гладкой, ну, из обычной ткани, короче, не из овчины. Не видно, конечно, ничего. И ножки тоже вот эти будут пушистые и небольшие копытца. Это просто набросок. Если я возьмусь за это, то я, естественно, нарисую нормальную выкройку, все померяю, все будет симметрично, ровно, а не так, как сейчас. Просто вот прям ночью пришла идея в голову. И вот села рисовать. Значит, вот такая овечка. И вот такой вот мишка. Я прям очень хочу, чтобы они были такие толстенькие, плотненькие. Прямо, ну вот, не знаю, прям я их вижу вот такими. Здесь я пробовала на разном расстоянии глазки сделать. Ну, я еще отдельно просто лицо порисую, посмотрю, как я хочу. Вот, и если я, короче говоря, найду в себе силы этим заняться, то вот у меня уже есть какой-то концепт. Вот, кстати, я не занималась в итоге у мамы вышивкой, потому что мы стали смотреть сериал, и мы как-то так приглушили свет, и как-то так хорошо было, и не хотелось включать свет вот яркий. В общем, все как-то было так очень по-домашнему, интимно, можно так сказать. Да и не очень-то и хотелось на самом деле, так уж, если положа руку на сердце. Это я так с собой взяла просто. Я думаю, что пусть они у меня в рюкзаке лежат, эти вышивки, на всякий случай. Вот. А вот такие вот игрушки, ну, если вдруг я засяду, в принципе, уже какая-то идея хотя бы есть, потому что я такой творец, у меня все в голове, а потом, когда я нахожу в себе силы, я не знаю, за что хвататься, с чего начинать. Так хотя бы вот в тетрадке уже нарисовала. Пока Сережа играет в компьютер, я решила, что можно, в принципе, вот под ночник просто посидеть, порисовать. На камере кажется, что прям я совсем в темноте сижу, но это не так. Просто если вот на ночник направлять свет, то все остальное очень темное. Если вот так делать, то, в принципе, видно-то нормально все. Вот. В общем, все вам показала. Ну, что тут показывать? Просто два рисунка. Что я тут делаю? Я, во-первых, взяла... Вот у меня есть не так уж много осталось бумаги для выкроек, но для моих целей хватит. Взяла линейку, сейчас еще карандаш найду, для того, чтобы перерисовать уже нормально мои вот эти заготовки на игрушки плюшевые. У меня вот такая вот овчина. Я включила весь свет, ну уж как видно, так видно. Надеюсь, что что-то видно. Вот такая вот овчина, она очень плотная, она прям толстенькая такая. Здесь даже на самом деле 50% шерсть, 50% вот эта искусственная овчина. И я думаю, что шерсть это как раз вот это вязаное полотно, потому что оно такое немножечко колючее. И когда вот, ну, держишь, прям так тепло как-то кожа. А вот с этой стороны
Ну, не знаю, короче. Но мне кажется, что вот это вот искусственный материал, а вот это вот натуральный. Но мне, честно говоря, все равно можно было проверить зажигалкой, что из этого что. Но мне без разницы, на самом деле. У меня есть, смотрите, вот достаточно большой такой кусок, он даже в камеру не влезает, какие-то вот такие маленькие кусочки. И еще кусочек. И часть из этого я также дарила Ксюше с канала Ксюшенька. Вот, так что мы с ней поделили, можно сказать, пополам. У меня было много, где-то, по-моему, 2 метра. Я не отмеряла, сколько я отрезала, но это я хотела книжечку защитить, которую я Ксюше хотела подарить и отправляла по почте. И я боялась, что с книжкой что-то случится, поэтому я завернула ее вот в эту овчину. Вот, не знаю, Ксюша что-то сделала с ней или нет, но как бы это было в основном для защиты. Значит, этим я сейчас займусь своими рисунками. В общем, попробую. Еще сейчас хочу с мордочкой медведя что-то подумать, потому что мордочка овечки, она как-то сразу у меня в голове сложилась. И, в общем-то, я как-то понимаю, что я там хочу. А вот мордочка медведя еще пока у меня в голове не сложилась. Надо будет порисовать несколько и выбрать что-то. Вот. И, может быть, я даже уже на готовом медведе буду пробовать что-то рисовать, потому что сейчас это выглядит в голове вот так, когда он сошьется, а из овчины я не шила вообще никогда. Я не знаю, как она себя ведет в готовом изделии. Поэтому, когда сошьется этот медведь, если сошьется, то он будет выглядеть вообще, возможно, по-другому, и тогда ему нужно будет другое лицо. Ну, в общем, это все не скоро еще случится. И что у меня еще есть? У меня здесь коробочки вот такие вот, здесь подарки. Я не буду показывать, что за подарки, потому что человек меня смотрит, это подарки на Новый год, я уже готовлюсь к Новому году. Я просто хочу завернуть их, обернуть в красивую бумагу, и чтобы они ждали своего часа, потому что когда начнутся новогодние вот эти все приготовления, уже времени никакого точно не будет. И я заказала несколько вариантов оберточной бумаги, но пришла пока только вот такая вот. Это гофрированная бумага, она наверняка очень тонкая. Давайте откроем, посмотрим. И я просто вместе с вами заверну. Понимаю, что хочется, наверное, посмотреть, что за подарки там. Но как бы хочется и интригу тоже поддержать. Нет, ну, кстати, смотрите, она действительно очень тонкая. Но вот если я прикладываю ее к коробочке, то, в принципе, она сохраняет свой цвет. Ну, немножечко темнее становится. И все, я боялась, что она будет настолько тонкая, что когда я ее прислоню к вот этой вот крафтовой, получается, бумаге, да, картону, она очень сильно потемнеет и испортит вид. Но нет. И, кстати, эта бумага стоила 81 рубль на Wildberries. Сколько тут метров? 200 на 50 сантиметров. В принципе, мне кажется, прилично здесь бумаги для того, чтобы оборачивать различные подарки. И она не такая уж плохая оказалась, как я думала, за 81 рубль. Гофрированная бумага. Вот, так что все, давайте тогда вместе обернем просто эти подарки. Не знаю, я на самом деле заказала еще другую бумагу. Не гофрированную, а вообще другую. Но она пока не пришла. И, наверное, я хочу самую большую коробочку обернуть вот в эту бумагу. А вот эти маленькие обернуть вот в ту, которая придет. Не знаю, ну давайте попробуем большую обернуть, а там дальше будем смотреть. Нужно померить размер. Я вообще не очень умею упаковывать все. Моя упаковка, она заканчивается и начинается тем, что я просто вот так вот отмеряю, получается, бумагу. Сейчас вот здесь где-то я ее отрежу, и потом я по бокам ее вот так загинаю, и получается, что она просто повторяет коробочку, и все. Я знаю, что есть очень много разных каких-то потрясающих совершенно способов все упаковывать, и перед Новым годом очень много видео девушки выкладывают, показывают, как они красиво там все упаковывают, и я смотрю и думаю, да, я тоже так смогу, я сейчас как возьму, сейчас как упакую. И потом я беру, значит, эту оберточную бумагу, беру подарок, и у меня вообще ничего не получается, и я понимаю, что, в общем, я поторопилась. Поторопилась тем, что думала, что могу также хорошо упаковать, ничего у меня особо не получается. Я вот прям совершенно безалаберно это все делаю.
вот просто по горошку. Здесь есть рисунок горошек, я просто по горошку сейчас это все отрежу. Когда рисунок какой-то хаотичный на бумаге, она, конечно, гораздо более красивая, но работать с ней сложно. Ну, на то и подарки. Я вообще подарки очень люблю дарить, люблю их упаковать, но, к сожалению, умею не очень хорошо. Мне понадобится, кстати, двусторонний скотч и стикеры. У меня здесь есть стикеры, но их недостаточно для того, чтобы... В общем, недостаточно для всех моих нужд. Вот у меня есть наклеечки. Сейчас я принесу двусторонний скотч и все стикеры и продолжим. Есть скотч, значит, это. И у меня здесь есть вот такой вот... Кстати, смотрите, я рисовала, не знаю, видно? Да вроде видно. Рисовала чудика такого. И вот его сбоку нарисовала сзади, у него даже есть попа. Такой вот монстрик, у него есть рожки, ушки. Такой вот толстенький, тоже очень милый. Его, кстати, тоже можно шить. Как раз тоже из овчины, я думаю, он хорошо подойдет и, в общем-то, хорошо будет выглядеть. Не знаю, как-то хотелось нарисовать что-то такое. У меня даже есть в диджитал рисунке что-то подобное, не совсем такой же, но похожий. Если найду фотографию, вставлю. Я рисовала тоже такого вот симпатягу. Тут что? Тут что-то связанное с чем? Это на балкон мы с Сережей рисовали, как диванчик мы будем. Что-то тут какие-то чертежи, я уже не помню. Вот у меня есть целая папка вот с такими вот наклейками разными. И вот они мне сейчас, наверное, больше понадобятся. Надо бы, конечно, это все в одно место переложить. Но дело в том, что я сначала пользовалась вот этой тетрадкой, вот из которой сейчас вытаскиваю наклейки. И у меня даже есть вот такие какие-то, я не помню, по-моему, мама мне их дала. В магазине ей, наверное, дали, какая-нибудь была неделя там чего-нибудь. И она мне дала, и у меня даже... Они такие тканевые, хорошие. Вот, но они для моих нужд не понадобятся. Вообще, эта тетрадка такая достаточно значимая, знаковая. У меня здесь всякие разные там планы какие-то я чертила, домов, там еще чего-то. У меня здесь есть вот такая распечатка, что делать при травмах головы, при тепловом ударе, сердечном приступе, что делать при укусе насекомых и змей, значит, сердечно-легочная реанимация, памятка, инсульт, потеря сознания, переохлаждение, правила массажа сердца, вот это все. И еще теория идей Платона, моральный релятивизм, интроспекция, категорический императив, солипсизм, экзистенциальный кризис, детерминизм. Не то чтобы я очень хорошо это знаю, но раньше, когда я этой тетрадкой часто пользовалась, я прямо вот иногда открывала, перечитывала. Может быть, когда-нибудь мне это поможет. А что касается теорий, те, кто подписан на мой телеграм-канал, вы знаете, что я люблю порассуждать. В том числе я описываю свои какие-то различные психологические особенности, проблемы. И пишу об этом не с целью поныть, хотя кто мне запретит, да, а с целью просто рассказать о том, что такое бывает. Может быть, у кого-то тоже это есть, и человек просто не знает, что с этим делать. Как-то поддержать друг друга. В общем, пишу много каких-то таких направленных на психологию и, может быть, даже на какую-то философию постов. Вот, так что, если вдруг вам интересно мое нытье, то можете перейти в телеграм-канал, ссылки, как всегда, в описании. Вот, все. Так вот, и, в общем, когда я много вязала, видите, у меня здесь записано все то, что я делала. Вот этот вот, получается, кардиган, я его вообще-то вязала для себя, но в итоге у меня просто его отжали, можно так сказать. Моему другу очень понравился кардиган, несмотря на то, что я такой достаточно большой плюс-сайз. Мой друг вообще совершенно очень стройный такой человек, но он просто обожает оверсайз, и он, когда померил этот кардиган, я вставлю фотографию, он был просто в восторге. Единственное, что рукава, конечно же, он такой высокий молодой человек, рукава ему нужно было побольше. И он мне заказал вот точь-точь такой же кардиган, как я себе связала, но только с более длинными рукавами. И в какой-то момент я поняла, что я второй раз не хочу его вязать подряд. А человеку уже хотелось этот кардиган. И я подумала, что я ему отдам тогда этот, надвяжу рукава,
А себе, если захочу, будет возможность, я себе просто еще раз свяжу. Вот. И, в общем, короче, да, наверное, я уже об этом рассказывала. И, в общем, я надвязала ему рукава и отдала. Вот, то есть прописано вообще все. Просто посмотрите, тут все нарисовано, все прям просто до всего. Потом я вязала бактус. Тут написано, что такое бактус. В общем, тут какие-то чертежи. Вообще, просто вообще. Митинги крючком, поворотными рядами, пожалуйста. Тоже это были митинги в подарок тому же человеку, что и кардиган. Тоже все записано у меня здесь. Это опять какой-то чертеж какого-то дома. Не знаю, что за дом. Где я вообще взяла такие габариты, какой-то квадратный, такого, мне кажется, мы не смотрели. Это было явно еще до того, как мы купили даже участок, не знаю, что я тут хотела изобразить, может, меня кто-то попросил, я уже не помню. Ну и все, в общем, вот такая тетрадь, я ее не выбрасываю, можно, в принципе, было перенести листочки в мою тетрадь основную, но как-то я уже привыкла, что это все здесь хранится. Все, сейчас она нам пока не нужна. Нужно продолжать упаковывать подарок. Я, получается, смотрю, чтобы у меня по краям, по бокам вот здесь примерно одинаково оставалось. Ну, так тоже без фанатизма. И делаю небольшой нахлест вот здесь. То есть вот так должно быть. А вот здесь вот я вот так вот смотрю. Здесь мне нужно будет загнуть. И я загибаю это вовнутрь. Вот так. И это соединение на уголке, и его минимально видно. Ну, здесь видно хорошо, потому что здесь бумага, сейчас я покажу. Видите, то есть получается из-за того, что бумага немного такая прозрачная, ну, видно немножко этот стык, но, тем не менее, это очень аккуратно выглядит. И ну, вот я, в принципе, вот так вот всегда и упаковываю. Ну, а если бумаги хватает, иногда бывает, что без вот этих подворотов, но... В общем-то, я люблю вот так, то есть чтобы на уголке оно сошлось, и тогда это не бросается в глаза, с какой стороны ты не возьмешь подарок, в принципе, нигде никаких соединений не видно. Ну, вот так вот, да. Все, я сейчас вот сюда по центру приклею небольшой кусочек скотча двустороннего, зацеплю, а дальше уже будет все довольно просто. Так, у меня здесь как раз какая-то непонятная фигурный какой-то уголочек, видите? Я его сейчас и отрежу. Все, в принципе, держится. Теперь можно уже по краям тоже зацепить. И дальше будем уже боковинки тоже делать. Все, вот видите, все, достаточно аккуратный такой момент. Так, теперь что я делаю с боковушками? Я сгибаю просто вот так вот, разглаживаю. Немножко на весу держу, потому что в камеру не попадает большая коробочка. Потом я просто делаю вот так. И вот этот вот край, который получается у нас с лицевой стороны, я еще вот здесь вот подворачиваю. Вот. То есть вот так это должно выглядеть. Вот так вот получилось. Все, сейчас я второй бачок тоже сделаю. И, в принципе, все получилось нормально. Мне нравится, как упаковано. Может быть, я еще какой-нибудь бечевкой перевяжу, а может быть, не буду. В принципе, мне нравится принт. И кажется, как будто бы больше ничего и не нужно. Я изначально хотела сделать что-то типа... Сейчас я покажу, почему я, в принципе, сюда принесла так много стикеров. Ну, я не буду сейчас искать там нужный по цвету. Я просто покажу идею, какую я хотела. Я хотела сделать вот так. То есть... Ну, как бы обозначить, что открывать здесь. На самом деле, открывать может человек где захочет, хоть порвать, хоть вообще как. Вот, ну, просто, не знаю, я думала, может быть, сделать вот так вот, ну, как какое-то тоже такое украшение, можно так сказать. У меня наверняка есть где-то вот такие же, просто вот такие наклеечки, кругленькие есть, были какие-то квадратненькие даже, есть волнистые, есть просто круглые. Но сейчас не буду по цвету искать, потому что, мне кажется, не нужно. Сначала я думала, что вот так будет красиво, но теперь я смотрю, и мне кажется, что уже и так нормально. Все, вот этот подарок упаковали, ну а остальные два буду упаковывать, когда придет бумага. Друзья, я нарисовала овечку, вот так вот я это вижу. Пока что вот так. Наверное, не очень симметрично, не то что симметрично, не очень правильно вот это вот место, да, то есть не одинаково. Но я потом, когда ее вырежу, я ее сложу пополам и подрежу так, чтобы было одинаково. Ножки вроде бы одинаковые, бедра такие округлые тоже вроде бы одинаковые.
Все остальное я четко по линеечке со всякими вот использовала и кружки, и все, короче, вот эти изгибы, все свои линейки в итоге достала. Сначала достала только вот эту вот, а потом, в общем, достала все остальные. Вот, так что овечка, в принципе, готова. Я думаю, что я, наверное, сейчас, может быть, даже и медведя тоже нарисую. Налью себе чаю и нарисую медведя. Думаю, так сделаю. Кстати, я же вам не рассказала про Наполеон. Очень-очень-очень нам понравился торт. Но здесь нужно сказать, что, во-первых, это не тот Наполеон, который вот мягкий, влажный, с вот этим вот заварным кремом, с очень-очень таким нежным коржом, слоеного теста такого привычного для нас, да. Это совсем другой десерт. Он достаточно такой, ну, можно даже сказать, что он сухонький, он плотный, но он не сухой, как печенье, то есть сухой не в плохом смысле, вот как бы это так объяснить, да? То есть вот такой это десерт, более такой хрустящий какой-то. Поэтому, если вы любитель именно того Наполеона, который такой влажный, нежный, и вот это, может быть, вам даже эта история не понравится. Вот, ну, а вот вообще нам он очень понравился, этот торт. Но также я хочу сказать, что, наверное, если бы я не добавила малину, вот если бы я не пересыпала коржи в слои малиной, то, наверное, было бы не так вкусно и не так ярко. Потому что мне кажется, что было бы и, может быть, немножечко даже приторно, хотя коржи ведь совсем без подсластителя, без сахара, без подсластителя любого, без сахарозаменителя. То есть они вообще не сладкие. А крем, кажется, что, ой, так много сгущенки, там банка сгущенки, это где-то 380 грамм. И это прям супер сладко кажется. Но на самом деле, может быть, потому что сгущенка без сахара, которую я использовала, сгущенка на подсластителях, она не такая уж приторно-сладкая. А может быть, в принципе, вот в сочетании с несладким коржом не было такого, что супер сладко. Но мне кажется, без малины было бы как-то немножечко блекло. Вот. Хотя не могу утверждать, поскольку я пробовала только с малиной. Но вообще вот мне очень понравилось, и Сереже очень понравилось. Такой один из вариантов теперь тех тортов, которые делаю я. Я, как я уже говорила, часто делаю тирамису и вообще на всякие праздники, на дни рождения. Ну, не на всякие праздники, на самом деле. Мы торты едим только на дни рождения. И вот, ну, иногда бывает, что какой-то повод выдастся, тогда, может быть, тоже приготовлю торт, но тоже редко, потому что мы не так часто едим что-то супер жирное. Любой торт, даже если он без сахара, он все равно жирный. Я знаю, есть и совсем ПП-торты, ну, как бы для нас это не совсем вкусно. И, в общем, если уж есть торт, то хотя бы пусть он будет вкусный. Вот, поэтому у нас очень такое питание достаточно простое. Мы едим овощи, мясо птицы, говядину нежирную, там рис, гречку, ну иногда картофельное пюре, простые супы какие-то обычные. Вот Сережа, например, очень вкусно готовит рагу овощное из кабачков, баклажанов, там это просто невероятно, это очень вкусно. Просто без добавления особого масла, в духовке он это все делает, там добавляет специи, это очень вкусно. И вот, ну, мы не так уж часто едим, короче говоря, такие какие-то жирные блюда, вот. Но бывает, что вот делаем как бы торты. И я всегда делала торты со взбитыми сливками, это те мои коронные торты. Ну и еще один вот в копилочку добавился. Я думаю, что в принципе иногда можно, но, как я уже сказала, к сожалению, это немножко дольше времени занимает, чем я рассчитывала, поскольку выпекание коржей почему-то занимает больше времени. Я начала анализировать, почему это так могло получиться, и я подумала, что, скорее всего, это так получилось, потому что, наверное, я, может быть, недостаточно тонко раскатала тесто, но все-таки я еще раз подумала, и нет, я раскатала нормально, я тонко раскатала, просто потому что у меня даже бумага просвечивалась, вот настолько тоненько. Может быть, не нужно было включать конвекцию? Я вот сейчас думаю про это. Скорее всего, наверное, не нужно было ее включать. Нужно было включить просто вверх-вниз в духовке.
и все. И тогда бы приготовилась нормально. В общем, уже как есть. Я записала себе полностью рецепт, полностью все расписала, что я делала, прям вот пошагово. У меня есть эта вот привычка, я расписываю все до мелочей. Хотя, скорее всего, я пойму, и если инструкция будет не такая подробная, но я прямо все до последней мелочи себе расписываю, чтобы, не дай бог, вдруг я отупею, чтобы я поняла, даже если я вдруг отупею. Вот. И в следующий раз, если я буду когда-нибудь делать этот торт, я, может быть, попробую поэкспериментировать. Я также записала, что какие там у меня возникли мысли, какие проблемы вообще с этим тортом были. Вот, все вам рассказала. Начинаю сейчас мишку рисовать. Пока вот такую голову нарисовала. Пока с вами говорила, сначала просто болтала. Вот потом подумала, что я сижу без дела. И, не знаю, мне кажется, нормально. Я еще хочу, чтобы он был такой толстенький. Сейчас посмотрим, какой получится. Вот. Но про Наполеон я вам рассказала. Мишку я тоже дорисовала. Все еще думаю по поводу лица. Что-то мне в нем не нравится, как будто бы. Сейчас это личико совсем похоже прям на Тедди такого классического. Ну, вернее, даже не классического, а вот этого серенького Тедди. Да? Классический это тот, который винтажный. Ну вот есть вот этот... Раньше был какой-то бум прям на этих медведей, Тедди, медведей. Вот, и вот мне кажется, у него сейчас похоже личико прям на... Ну, мордочка, личико. Мордочка похожа прям вот на этих мишек Тедди. А мне бы не хотелось этого. Ну, пока придумалось вот так. Дальше посмотрим, что будет. Главное вообще этим заняться. Получился вот такой вот мишка. Мне, в принципе, он нравится. Друзья, смотрите, у меня получается... Есть вот такие вот заготовочки. Сейчас я их вырежу. И, наверное, нужно попробовать все-таки кого-нибудь шить. А может быть, даже и обоих. Единственное, что у меня получается вот у медведя личико, носик и ушки должны быть из другой ткани, не из овчины вот этой вот. А у овечки личико, ушко, ручки и ножки, копытца, да, должны быть тоже не из овчины. Но у меня как будто бы не густо какой-то ткани подходящей для этого. Вот, значит, моя овчина. У меня вот нашлась вот такая вот ткань. Это штора Blackout из Икеи, которая вообще ни разу не Blackout, и она не помогает. Это специальная штора, которую нужно вешать за основными шторами. То есть это не штора Blackout, которая вот просто сама по себе, а это как бы какая-то подложка, что ли. Вот так она продавалась, и мы ее купили, потому что она была дешевле всего. На тот момент у нас на другое финансов не было, но она очень плохо пропускает, вернее, хорошо пропускает свет достаточно. Ну вот, и не знаю, как показать. Видно ли это на камере или нет, но я вот свою руку вот вижу. Вот, то есть она пропускает достаточно хорошо свет, и, в общем, спать все равно не очень хорошо. Мы ее выбросили, а вот у меня такие вот кусочки остались, там обрезочки какие-то. И в итоге мы заменили на ролл-штору Blackout. Ну, короче, это не важно. Вот, значит, вот я думаю, что можно, в принципе, использовать вот этот серый цвет. Конечно, было бы хорошо, если бы был какой-нибудь черный хлопок. Кстати, у меня же, наверное, есть черная бязь. Да не наверное, а точно она у меня есть. Сейчас я ее тоже достану. Но все равно давайте как бы я покажу, что я, в принципе, нашла. Значит, вот такой вариант. Вот такой фетр серый у меня есть. Он достаточно тоненький. В принципе, тут никакой проблемы не будет. Но я буду в любом случае шить на руках, потому что, ну, во-первых, я не хочу доставать машинку. А во-вторых, я не очень хочу как-то изгаляться, вот это вот все поворачивать, потому что там будут такие и углы достаточно острые, которые сложно будет на машинке выполнить. И, ну, в общем, плюс овчину. Я не знаю, как возьмет машинка, возьмет ли ее она или нет. Может быть, ей покажется, что это слишком толсто. У меня машинка самая простая, самая дешевая. Она стоила, сколько там, года 3 или 2 назад мы ее покупали. Она стоила вот тогда 5000 рублей. Поэтому тут как бы не идет речь о том, чтобы какие-то сложные ткани прошивать. Так что буду, в общем, на руках шить. Значит, вот такой фетр. Вот такой фетр.
Ну, тоже такой же тоненький. У меня целый набор. Вот такой набор. Видите, тут разные цвета. Тут и желтый, и синий, и оранжевый, и вот розовый, и голубой. Я из этого фетра, вот здесь видно, вырезала, когда был год тигра, вырезала тигрят и делала тигрят таких, ну, просто на елку повесить, хотя у нас елки-то особо и нету, но у мамы елка есть, и вот я ей дарила тигренка такого. И еще кого-то я делала, по-моему, тоже медвежонка какого-то. Ну, не помню уже, что я делала, но, в общем, набор у меня такой есть, так? Значит, вот такой коричневый цвет. И еще ламу. Ламу я делала, вот по очертаниям понятно. И вот такой вот бежевый, но его совсем немного. Ну, в принципе, для моих целей, я думаю, хватит на одну игрушку. Для овечки вот что-то такое контрастное будет даже очень хорошо смотреться, да, потому что даже если у овечки черная шерсть на тельце, не факт, что она черная и на мордочке, и на ножках. Овечку можно сделать и с контрастным, а вот медвежонка я бы хотела как можно менее контрастным сделать, поэтому, ну вот, либо я возьму, наверное, вот такой коричневый, либо я сейчас достану бязь, потому что если я сделаю вот так, то будет такое ощущение, что это не медведь, а это кто-то, допустим, какой-то человечек, надел костюм медведя. А это мне не подходит. Я хочу, чтобы это был медведь. Но у него именно мордочка, личико, да, его, оно не может быть на вот этом мохнатом. Это просто не получится, потому что это будет вышивка, носик, глазки, брови, там, если они будут, да. Это будет вышивка, поэтому не получится сделать так, чтобы было мохнатое личико у него. Поэтому нужно, чтобы цвет был такой же, но была гладкая вот эта вот фактура. Я просто вот что думаю, то и говорю, рассказываю прям по ходу мысли своей. Не готовилась ни к видео вообще никак, просто подключилась и решила рассказывать прямо в процессе. Поэтому я немножко так заторможенно говорю. Ну, в общем, вроде как вот так. Сейчас достану бязь. Хорошо, что я вспомнила. Прямо хорошо, что я начала записывать. Я бы так и не вспомнила на самом деле. Я, значит, начертила овечку. Пришлось ее 2 раза прикладывать и 2 раза чертить, потому что, естественно, на такой толстой ткани сразу 2 детали отрезать и начертить не получится. Поэтому 2 раза, собственно, обводила. Это будет у нас передняя часть. Соответственно, здесь еще нужно будет мордочку вырезать. Так ярко, потому что не видно было прям что-то, где резать. И, конечно, не супер ровно получилось, потому что трикотажная ткань, пока чертишь на ней, она двигается. Ну, надеюсь, что мех скроет всю мою кривизну. Вот. Не знаю, что получится пока. Ну, вот так. Сейчас еще обведу медведя, основную часть. А уже там ушки, лапки, вот это все нужно будет обводить на не такой толстой ткани, можно будет сразу несколько деталей выкроить. Так что, в принципе, вот с овечкой сложная часть закончилась, сейчас еще с медведем то же самое. Смотрите, какие милашки получились, они уже сейчас выглядят очень милыми. Припуски, конечно, большие, но я оставила их такими для того, чтобы себя обезопасить, потому что я делаю это впервые. Я впервые шью игрушки. Я вязала игрушки, такое было. И достаточно много, на самом деле, я связала. И куколки были, и лягушечка была, и всякие котятки были. Ну, котятки, совы такие, просто шарики. С вязанием-то оно как бы ладно, и мне проще, и я как-то в голове вязаную игрушку понимаю гораздо лучше. Что касается сшитой игрушки, здесь уже проблемы, а тем более из такого материала я никогда с ним не работала, так что у меня боевое крещение двойное, а то и тройное. Вот, я никогда не шила игрушки, я никогда не шила из овчины, и я никогда не шила игрушки из овчины. Так что вот. Естественно, когда я сошью, если все будет нормально выглядеть, все будет хорошо, я потом просто подрежу это все. Вот. Либо какие-то насечки сделаю, либо еще что-то. В общем, все будет нормально. Но сейчас уже это очень-очень мило выглядит, мне нравится. Но у меня, к сожалению, это заняло просто очень много времени. И мне уже пора делать всякие домашние дела. У меня там суп варится, и еще
размораживается фарш. В общем, мне сейчас нужно заниматься семьей. Но хотя бы вот это. Самое сложное, как мне кажется, вот было вырезать вот эти детальки. Все остальные детальки уже пойдут либо из фетра, либо из хлопка. Там все как-то попроще, но это я уже оставляю на следующий раз. Может быть, получится на недельке еще заняться этим. Посмотрим. Что ж, друзья, вы посмотрели мой очередной влог. Я надеюсь, что вам было интересно и приятно провести со мной время. Буду рада, если вы меня поддержите комментарием, лайком или подпиской. Встретимся с вами в следующих видео. Пока-пока.